Современные звезды футбола удивляют своими бутсами чуть ли не каждую неделю. Бренды регулярно выпускают новые паки, экспериментируют с цветами, делают глянцевые фотосессии. Сейчас все знают, что Роналду играет в силуэте Меркуриал, а Месси в Немезис. Но 10-20 лет назад, кажется, все было по-другому. Когда я был маленький, все, что я знал о бутсах Бекхэма, так это то, что они были белые, в отличие от обуви большинства других игроков. Такого хайпа, как сейчас, вокруг модели прошлого не было. Либо же он просто не доходил до нас. Зато теперь обувь тех времен ценится довольно дорого. У себя в инсте я делал опрос историю бутс какого футболиста вы бы хотели увидеть. Победил вариант про легенд прошлого, но крутых игроков из 90-х и 2000-х оказалось так много, что хватит на несколько выпусков. В этом ролике мы вспомним бутсы 4 легендарных игроков: Роналдо, Шевы, Зидана и Бекхэма. И если видос вам зайдет и мы наберем 5000 лайков, я сразу же выпущу серию о других звездах прошлого. Обещаю, точно будет что вспомнить. Но перед тем, как начать, хочу рассказать о конкурсе в моем инстаграме. Я решил разыграть майку из личной коллекции. Повседневная джерси МЮ 94-96 годов. Настоящий раритет. Такая футболка наверняка порадует даже болельщиков других клубов, кроме, наверное, Ливерпуля или Сити. Но такие ребята смогут ее подарить другу. Правила конкурса максимально легкие. Просто быть подписанным на мой инстаграм и все. Больше ничего делать не нужно. Победителя выберут 20 мая в прямом эфире. И если вам такой конкурс зайдет, через пару недель разыграю еще что-нибудь из своей коллекции. Ссылка внизу. Все участвуем, а теперь погнали. Начну с Зидана, первой командой которого был французский Кан. Дебютировал он в 1989 году в бутсах Adidas Copa Mundial. На тот момент в них играли многие. В 1992 году талантливого полузащитника купил более амбициозный клуб Бордо. Тогда техническим спонсором жирандинцев был Asics, который помимо формы поставлял обувь для многих футболистов команды. Так Зидан на протяжении 4 лет играл в бутсах японского производителя, забивал первые крутые голы и становился лидером клуба. Но несмотря на хороший уровень футбола молодого Зизу, спонсоры не обращали внимания на полузащитника. Но все изменилось в 1996 году, когда победитель Лиги Чемпионов Ювентус решил приобрести французского таланта. Зидан переехал в Турин. Рекламодатели выстроились в очередь. Из производителей бут самым настойчивым оказался Адик. Зизу перешел на инновационную модель Adidas Predator. Боссы бренда сделали ставку на француза, как на одного из главных амбассадоров силуэта. И не прогадали. Звездный час пришелся на 98 год, когда Зизу выиграл со сборной Франции Мундиаль, сделал в финале дубль и стал лучшим игроком мира. Тогда на нем были Adidas Predator Accelerator с изогнутыми 3 полосками по бокам. Эти бутсы сейчас очень популярны среди любителей классики. По-настоящему легендарные, в том числе благодаря Зизу. Через 2 года сборная Франции стала чемпионом мира и лидером команды был Зидан. К Евро Адик обновил силуэт Predator, модель называлась Precision. Зизу снова очень круто себя проявил на турнире, забил пару решающих голов и сделал хорошую рекламу бутсам. В 2001 году Зидан перешел в мадридский Реал, довольно быстро вписался в команду и стал ее лидером. Уже в первом сезоне он выиграл Лигу Чемпионов, забив в финале мощный гол ударом с лета ворота Байера. В том матче он играл в новых Predator Mania, в которых добавили больше красного цвета по сравнению с Precision. В этих бутсах полузащитник поехал на Мундиаль 2002, который был провален. Команда просто не вышла из группы, будучи действующим чемпионом мира. Через 2 года на чемпионате Европы на нем были Adidas Predator Pulse, в которых был смещенный центр тяжести в сторону ударных зон. Похоже, технология оказалась рабочей. Штрафной пенальти ворот англичан получились идеальными. Несмотря на крутую игру Зидана, Франция вылетела в 1/4 от будущих чемпионов сборной Греции. А Мундиаль 2006 стал последним турниром в карьере великого Зидана. О своем уходе он объявил перед его стартом. Зизу дотащил Францию до финала, в котором его команда проиграла по пенальти итальянцам. Наверняка все помнят, как закончилась игра именно для Зидана. На нем были особенные бутсы Predator Absolute в золотом цвете, которые Адик выпустил специально для него.
Теперь вспомним игровую обувь самого крутого футболиста с постсоветского пространства Андрея Шевченко. Андрей дебютировал за киевское «Динамо» в 1994 году и буквально за 3 года превратился в настоящую звезду. Его первыми бутсами были Копа Мундиаль, а чуть позже Adidas Predator Touch. «Динамо» в то время было грозным даже по меркам Европы. Например, оно хлопнуло Барсу на Камп Ноу со счетом 4-0, а Шева оформил хит-трик. А в сезоне 98-99 киевляне в полуфинале ЛЧ упустили победу над Баварией. Андрей тогда стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов. А на Кубке Содружества, где покрытие напоминало ковер, Шева играл в черных футзалках Мундиаль Гол. В 1999 году Шевченко перешел в Милан. В Италии на Андрея обратили внимание местные экипировщики, которые были активны в то время. Буквально сразу форвард подписал контракт с компанией Lotto. В первый же сезон за Милан украинец забил 24 гола в серии А и стал ее лучшим бомбардиром. Играл он в модели Low Centrale. Уже через 2 года бренд понял, что Шева — это находка. Для него стали выпускать персональный силуэт Lotto PU Шева. Именно в этих бутсах он забил решающий послематчевый пенальти в финале Лиги Чемпионов ворота Ювентуса. Этот гол Андрей считает самым важным в своей карьере. В сезоне 3-4 украинец опять стал лучшим бомбардиром серии А и выиграл долгожданное Скудетто. А в конце 2004 года Шевченко стал обладателем золотого мяча, обойдя в голосовании Анри, Деку и Рональдиньо. В честь этого события Лотто выпустил особые бутсы в красном цвете с серебристой вставкой на носке и откидным язычком. Дико стильная модель. Последними бутсами Лотто в карьере украинца была модель Шева 7 Extreme. В 2006 году Андрей вместе со своей сборной впервые в истории поехал на чемпионат мира. К тому моменту его контракт с техническим спонсором закончился, и перед Мундиалем на форварда вышел японский бренд Mizuno, который всегда высоко ценился за качество, но не был особо хайповым. Шевченко подписал с экипировщиком 3-летний контракт и даже успел сняться в рекламном ролике. У меня закончился предыдущий контракт с другой фирмой. Я стал решать, в чем играть дальше, и остановился на бутсах Mizuno. Они мне понравились с первой же примерки, говорил Андрей. В Mizuno Шева неплохо сыграл на Мундиале. Украина дошла до четвертьфинала, где проиграла будущим чемпионам-итальянцам. Сам форвард забил 2 гола. Сразу после окончания чемпионата мира Шевченко решил уйти из Милана и принял предложение Челси. Но не менее громкую сделку провернули экипировщики. Было объявлено, что украинец подписал контракт с Reebok. Это при том, что контракт с Mizuno был оформлен 3 месяца назад. Пока бренды вели переговоры о переходе амбассадора, первый матч из аристократов Шева играл в бутсах с закрашенным логотипом Mizuno, а позже уже свободно перешел на бутсы нового спонсора. Reebok сделал большую ставку на украинца, но период Челси был не очень удачным. Андрея мучили травмы, были трудности с адаптацией к английскому футболу. Выйти на прежний уровень не помогла даже аренда в Милан. И в 2009 году Шевченко вернулся в родной клуб – киевское «Динамо». После приезда домой новым техническим спонсором нападающего стал Nike. Шеве приглянулся классический силуэт Tempo, который стал последним в карьере игрока. Как и Зидан, Андрей решил закончить с футболом сразу после крупного турнира домашнего Евро-2012. Шевченко был капитаном своей сборной, показал хорошую игру и забил 2 мяча. Последними бутсами в карьере легендарного нападающего стали Nike Tempo 4 из пэка Clash Collection. А теперь вспомним историю Роналдо, который стал первым амбассадором, пожалуй, самого хайпового силуэта бутс на данный момент – Mercurial. Но до того, как стать иконой Nike, Зубастик успел сменить 2 бренда. Первый сезон 93-94 за Крузейро форвард провел в бутсах Mizuno и Adidas. И только после перехода в ПСВ в 94-м на него вышел американский производитель. 17-летний Роналдо стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии в модели Nike Tempo Premier M. Тогда же он стал чемпионом мира. Правда, на Мундиале в США не сыграл ни минуты. В 96-м году Роналдо перебрался в Барсу и сходу стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Выиграл золотую бутсу и стал игроком года по версии FIFA. Тогда стало окончательно понятно, что это феноменальный футболист. И Nike стал готовить для него нечто особенное. В 97 году Зубастик отправился в Интер и продолжил феерить. В первый же сезон он повторил прошлогоднее достижение, стал лучшим игроком мира по версии FIFA, а также получил золотой мяч, который тогда вручался лучшему игроку, выступающему в Европе. Интер занял 2-е место в серии А, а также выиграл Кубок УЕФА.
И вот к Мундиалю 98 Nike представил абсолютно новый силуэт бутс из синтетических материалов. В эпоху кожаной обуви это было дико необычно. Его название Mercurial, что в переводе означает ртутный. Бутсы созданы для непредсказуемых, резких и очень опасных футболистов, таких как Роналду. По планам Nike, именно на Мундиале новые мерки должны были доминировать. Бразильцы ехали фаворитами, а Роналдо был в шикарной форме. Но ту битву выиграл Адик со своими предаторами. Бразилия проиграла финал Франции, где блистал Зидан. Но в историю вошла послематчевая фотка грустного Роналдо с меркуриалами, свисающими с его шеи. Кстати, та расцветка была уникальной, имела название Mercurial R9. Зубастик первый, кто получил собственный силуэт от Nike. Начало нулевых было скомкано, Интер буксовал, а самого Роналдо мучило колено, и из-за тяжелой травмы он вылетел почти на 2 года. Вернулся Зубастик под чемпионат мира 2002, стал его лучшим бомбардиром и выиграл второй в карьере кубок. На турнире у него были особенные Nike Mercurial Vapor R9 в серебристой расцветке. В 2002 году Роналдо перебрался в Реал и стал частью Галактикос. За время выступлений в королевском клубе Роналдо выиграл чемпионат и суперкубок Испании, становился лучшим бомбардиром. Но в ЛЧ победить не удалось. Все это время Зубастик чередовал разные расцветки поколений вейпера, в том числе получая уникальные бутсы R9. В 2006 году Роналду стал на 12 лет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, добив свой счет до 15 голов. На том Мундиале он играл в Mercurial Vapor 3 желтого цвета, которые идеально подходили под форму Бразилии. Турнир сложился не очень удачно, пентакампионы вылетели в 1/4. Дальше карьера феномена резко пошла на спад. Милан, опять травма, возвращение на родину в Коринтианс. На первые роли в Nike пришел другой Роналду, а Зубастик последний матч играл в классических бутсах Nike Tempo. Адик должен был что-то противопоставить Nike, который сделал ставку на Роналду для продвижения главного силуэта. Трехполосному бренду нужен был яркий амбассадор для предаторов, и им стал Дэвид Бекхэм. Но первыми бутсами Бекса стали Асиксы, которые были популярными в 90-х. В них он отыграл в аренде за Preston North End в сезоне 95-96. Но по возвращении в МЮ Adidas вышел на молодого таланта и подписал с ним контракт. Первыми адиками в карьере Дэвида стали Predator Touch. В 1998 году Бекхэм перешел, как и все коллеги по бренду, на акселераторы, в которых он сыграл на Мундиале того года. А в 1999 году на бутсах Бекса появилась надпись с именем его новорожденного сына Бруклина. Уже в кастомной обуви англичанин сделал требл в составе МЮ. В 2001 году Дэвид, один из немногих в футболе, стал экспериментировать с расцветкой. Когда все играли в черных бутсах, на ногах Бекса красовались белые Adidas Predator Precision. В них он забил решающий гол со штрафного ворота Греции, который позволил Англии поехать на Мундиаль 2002. На том турнире Дэвид сыграл уже в белых Predator Money, которые были буквально исписаны. Имя сына на язычке, аббревиатура DB на пятке и фамилия в районе щиколотки. В феврале 2003-го бутсы сыграли важную роль в карьере Бекхэма. Алекс Фергюсон в порыве гнева зарядил обувью прямо в глаз Дэвиду. Надеюсь, это не было пиар-ходом конкурирующего бренда. Летом после скандала Бекс перешел в Реал, а Adidas предложил ему пожизненный контракт на сумму $160 миллионов. Тогда родился персональный логотип бренда Бекхэм, который стал появляться на его обуви. Дэвид получил свой собственный силуэт. В 2004 году вышла модель Predator Pulse, которая для Бекса выпускалась в 3 особых расцветках. В одной из них полузащитник играл на Евро 2004 и смазал послематчевый пенальти в четвертьфинале с португальцами. Следующая интересная модель у Дэвида была на Мундиале 2006 года. Predator Absolute были в синем цвете, на язычке которых был белый логотип Бекхэма. Чуть позже вышли такие же бутсы в бордовом цвете. В 2007 году англичанин перешел в Лос-Анджелес Galaxy. Этот трансфер заметно повысил интерес к футболу в США. За Дэвидом потянулись и другие звезды из Европы. Бекхэм менял поколение предаторов по мере их выхода. В то время у англичанина было 2 аренды в Милан, 2 титула МЛС и потом переход в ПСЖ. Вообще у Бекхэма было гигантское количество вариаций футбольной обуви. Бекс обожал язычок, наносил имена близких на бутсы, посвящал пары конкретному матчу, отображал важные для себя цифры.
Кажется, благодаря Дэвиду бренды пришли к современным трендам и регулярным выпускам новых пэков. К последней игре в карьере Бекхэма Adidas подготовил особенные бутсы в сочетании белого, красного и синего цветов. На них были нанесены имена 4 детей Дэвида, а также дата матча. Это была модель Adidas Predator Lethal Zones второго поколения. Большинство игроков из прошлого довольно редко обновляли свои бутсы, примерно раз в 2 года. И только настоящие легенды имели особенные модели. Пишите, кто из героев сегодняшнего выпуска был самым крутым в плане выбора футбольной обуви, чьи бутсы вам зашли больше других, о ком рассказать в следующих сериях. И обязательно ставьте лайк. Напоминаю про отметку в 5000 пальцев вверх. Я уже пошел готовить ролик про Тьерри Анри и других крутых ребят, о которых не успел упомянуть сегодня. Не забудьте оценить наши прошлые ролики и подписаться на канал. Я Ил Русанов, Мяч Лаб, пока.